Итак, прежде чем начнем создавать какие-либо 3D-модели, нам сначала нужно знать, что мы собираемся строить. Это автомобиль, это апартаменты, это ваза, это пожарный гидрант, книги. Как только решим, что именно собираемся создавать, нужно найти справочные материалы, референсы, которые помогут в процессе моделирования. Этот справочный материал может представлять собой листы чертежей проекта, фотографии реального объекта или как минимум простые ручные наброски вида нужного объекта. То, что я точно не рекомендую делать, просто нырнуть в Maya и сразу пытаться строить объект по своей памяти или пытаться создавать форму модели в Maya по ходу процесса моделирования. Гораздо продуктивнее потратить некоторое время и найти нужные референсы, а затем уже моделировать по ним. У моряков есть высказывание, которое гласит примерно так: медленное, плавное и гладкое действие означает быстрое действие. Это применимо и к 3D моделированию, поскольку формирование дизайна с самого начала будет занимать больше всего, если не все время, и определять процесс дальнейшего моделирования, который достаточно трудоемок сам по себе. В результате получаем 3/4 пути к завершению модели. При отсутствии решений по дизайну или отсутствии знания о том, что точно вы создаете, влияет на рабочий процесс чрезвычайно негативно. Подбор референсов – одна из самых важных вещей, которые вы можете делать как 3D-художник. Вы должны на самом деле научиться видеть свой объект и точно знать, что пытаетесь построить. Многие молодые художники просто сразу открывают Maya и начинают моделировать объект по своим представлениям, потому что есть в их памяти. Но человеческая память в лучшем случае приблизительно и отрывочно. Давайте проведем тест, чтобы узнать, насколько может быть ошибочна память. Скажем, ваша задача моделировать велосипед. Подумайте о нем прямо сейчас. Он выглядит вот так, или может быть так, или так. Сколько зубцов на ведущей звездочке? Сколько болтов на ней? Сколько передних и сколько задних передач? Сколько спиц на колесе? Какова толщина шин по сравнению с ободами колеса? У вас, вероятно, сохранилось в памяти что-то о велосипеде, но есть так много их разных типов и так много деталей, которые вам нужно знать, чтобы воссоздать его модель точно. Искусство видеть, как на самом деле выглядит объект со всех сторон, требует практики и тренировок. Но это только сделает ваши окончательные модели точнее. В реальном мире каждый объект, к тому же, имеет свою историю, о которой можно рассказать. Эта история зависит от того, как объект физически был создан, а затем, как было добавлено к нему каждое несовершенство. Эти истории и несовершенства как раз и есть то, что делает ваши 3D-модели лучше, чем просто 3D-модели. У них будут детали, которые придадут им индивидуальность. Так где же находить эти эталонные референсы? Для этого есть два места, где большинство и находит их. Это или свои собственные фотографии, или найденные в поиске в интернете, и оба этих метода имеют свои плюсы и минусы. Собственные фото – это, как правило, лучший способ найти то, что вы хотите, и получить изображение под всеми ракурсами, которые вам нужны в качестве референсов. Но если вам нужен референс знаний в другой стране, это может быть очень трудным, в зависимости от того, где вы живете. Интернет, с другой стороны, может помочь вам найти почти все, что вы хотите, но можете столкнуться с несколькими проблемами, например, наличие слишком большого количества изображений для просмотра и при этом отсутствие именно того, что ищете, и в итоге все это может оказаться пустой тратой огромного количества времени. И еще, вы должны учитывать и авторские права на возможность использования некоторых справочных материалов. Вы можете обратиться к своему личному вдохновению и знаниям, но если вы не являетесь владельцем изображения или не обладаете правами на него, то не сможете использовать его в окончательной визуализации вашего проекта. Но в любом случае, когда вы ищете референсы на то, что моделируете, интернет широко открыт для вас. От чертежей проектов до изображения автомобилей, зданий и любых других объектов с любого ракурса, которые только сможете найти, будут полезны, пока вы моделируете. Итак, вот несколько веб-сайтов, которые можете использовать для поиска референсных материалов и текстур для ваших 3D проектов. Некоторые из них позволяют использовать их изображения бесплатно, а некоторые нет. Перед тем, как применять их для окончательной визуализации вашего проекта, ознакомьтесь с условиями на использование любых изображений на них. Понимая, что наша человеческая память не так надежна, как мы думаем, поиск и использование референсов имеет решающее значение для создания 3D-моделей. Не догадывайтесь и не предполагайте, что хорошо знаете, что именно собираетесь моделировать. Всегда лучше иметь референсные изображения, всегда внимательно изучайте их и используйте свое вдохновение. Подготовлено клубом «Перевод всем».